На штат Северная Каролина обрушился мощный ураган Флоренс, жертвами которого стали 11 человек. Около миллиона домов оказались из-за непогоды без электричества, а свыше 22 тысяч местных жителей были эвакуированы во временные лагеря и приюты. Американцы Джим и Билли Маккенси просматривали прямую трансляцию данного бедствия с веб-камеры в городе Полис-Айленд и неожиданно заметили нечто странное. По ночному пирсу, на который обратили свое внимание братья-исследователи, в определенный момент проплыла прозрачная и бледная человеческая фигура, похожая на привидение. Эксперт в области паранормальных явлений не смог подобрать слов, увидев кадры появления призрака. Охотник за привидениями Барри Гай довольно известен в Великобритании. За его экспертной оценкой обращаются главные британские СМИ. Но даже он не смог объяснить то, что удалось запечатлеть на камеру в американском штате Флорида. Видео появилось в сети в марте 2018 года. Автор ролика написал, что появление духа произошло перед объективом камеры видеонаблюдения. Странный холод в Казахстане, который заморозил животных без шанса лечь или дойти до ближайшего теплого помещения. Также, помимо животных, так могли замерзнуть и люди. Видимо, төбелесуге ықпал ма екен өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аяз көрген жоқ, осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқ. Қашып бара жатқан ақ бүгін қатқап. 33-летний британский специалист в области сверхъестественного Тони Фергюсон посетил недавно знаменитый артиллерийский форт Хёрст Касл в Гэмпшире, построенный еще в 1540-е годы. Там исследователю паранормальщины неожиданно удалось запечатлеть на видео загадочную человеческую фигуру со светящимися глазами. Предполагаемый призрак появился в одном из окон старинной крепости и отказался, несмотря на все уговоры Тони, назвать свое имя. На футбольном матче между командами Охенлик Телбот и Эйр Юнайтед на Кубке Шотландии случился необычный инцидент. Этот момент, похоже, не увидел или не заметил никто из присутствующих на самом стадионе, зато его увидел один из болельщиков прямо у себя дома по телевизору. Это произошло в самом начале матча, когда вдруг на экране телевизора по футбольному полю слева направо пробежал маленький белый человек. В Сингапуре произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в которое было бы трудно поверить, если бы не зафиксировала его камера регистратора. На ролике прекрасно видно, как на перекрестке белая легковушка пытается повернуть направо. При этом трасса с левой стороны машины абсолютно пуста, отчего водитель, не замечая никаких преград, поворачивает. Один из владельцев авто услышал странный шум из-под одной из машин. Он решил проверить и убедиться, что все в порядке. Но в какой-то момент из-за машины выбежало маленькое, чужеродное существо непонятного происхождения. Кажется, что пришелец испугался и отчаянно пытается сбежать. А на записи слышно дыхание оператора, который, по-видимому, испугался еще сильнее.
Владелец старинной усадьбы в британском Кенте утверждает, что камеры зафиксировали привидение, которое разгуливает по дому. Соответствующее видео опубликовано на YouTube. На кадрах видно, как полупрозрачный, волнообразный объект белого цвета дважды пересекает комнату. Сам владелец, слова которого приводят британские СМИ, утверждает, что после такого, как привидение попало на камеры, в доме происходило еще несколько загадочных инцидентов. В частности, различные вещи, по его словам, падали на пол без видимой на то причины. Британский охотник за привидениями снял на камеру призрака заключенного, приговоренного к смертной казни за убийство своей молодой возлюбленной, которая его бросила. Паранормальное расследование проходило в тюрьме Бормин, Великобритания, где последним казненным заключенным был ревнивец Уильям Хэмптон, лишившийся в 1909 году жизни за убийство своей молодой возлюбленной, которая променяла его на другого. А это видео кажется максимально необъяснимым. В полдень, когда на улице много людей, происходит что-то мистическое. Что-то ударило девушку. Такое оригинальное название было к этому видео. Однако я более чем уверен, что девушку зацепило тросом от троллейбуса, так как дело происходит рядом с дорогой. Подобное уже происходило и с машинами. Девушка заметила, что каждое утро у нее разбросаны вещи по квартире и многое лежит не на своих местах. Установив камеры, чтобы посмотреть, что происходит, она увидела это. До одного момента я думал, что девушка просто болеет лунатизмом. До момента, пока ковер не начал двигаться сам по себе. Информации по данному видео нет, поэтому я не исключаю тот факт, что это может быть рекламная кампания какого-нибудь фильма или сериала. Однако это только предположение. Что на самом деле там происходит, я не знаю. Школу в ирландском городе Корк начали называть самой аномальной школой в мире. В начале октября 2017 года по всем британским и не только СМИ разбежалось видео с паранормальной активностью, попавшей на камеру видеонаблюдения, установленной в этой школе. На кадрах видео кто-то невидимый открывал школьные шкафчики, хлопал дверями и ронял таблички. Начальство школы было уверено, что всему виной буйный призрак.